Дорогие друзья, сегодня мы с вами познакомимся с двумя способами провязывания интересных, уникальных супер столбиков. Моя авторская разработочка. Присоединяйтесь. Крючок 1,4, пряжа у меня 100% мерсеризованный хлопок, 169 метров, 50 граммах. Начинаем выполнение с 17 воздушных петель. Выполняем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Выполнили. Далее выполняю одну воздушную, ввожу крючок во вторую петлю от крючка и буду выполнять один ряд столбиков без накида. Вот таким образом. Обращаю ваше внимание, что наши супер столбики располагаются на 3 петлях. И так мы вяжем до конца нашего ряда. Я завершила выполнение столбиков без накида и приступаю к выполнению моих супер столбиков. И мы рассмотрим с вами первый вариант провязывания. Я начинаю выполнение ряда 1, 2, 3, 4, 5 с 5 воздушных. Далее работу разворачиваю, выполняю 3 накида на крючок, пропускаю первую вершинку, в следующую ввожу крючок и выполняю столбик с 3 накидами. Выполнили. Далее я выполняю воздушную, накид, ввожу крючок в накид и нить столбика. И выполняю незавершенный столбик с накидом 1, незавершенный столбик с накидом 2, и в следующий накид и нить столбика незавершенный столбик с накидом 3. Далее очень внимательно я выполняю накид, пропускаю вершинку и ввожу вершинку в следующую петлю. Вытягиваю. И теперь смотрите, я выполняю сначала, провязываю точнее 3 петли на крючке, и потом 2, 2, 2. И вот такой супер столбик готов. Давайте повторим выполнение. 3 накида, ввожу крючок в следующую вершинку и выполняем столбик с 3 накидами. Далее воздушная, накид и провязываем 1, 2, 3. Выполнили. Пропускаем, в следующую вершинку вводим крючок, перед этим делаем накид обязательно и провязываем. И теперь выполняем, точнее провязываем 3, 2, 2, 2. Вот такая красота у нас с вами получается. Так мы с вами вяжем до конца нашего ряда. И завершу выполнение ряда я вместе с вами. Мы завершаем выполнение нашего ряда. И я выполняю 3 накида на крючок, ввожу крючок в вершинку столбика, выполняю столбик с 3 накидами. Обращаю ваше внимание, что сам супер столбик располагается на 3 петлях. Я уже это говорила. Раппорт ширину у нас 3 петли. У нас получается 15 петель плюс 2 петли мы с вами добавили для формирования полотна. И вот такие нежные красивые столбики получаются, так они по изнаночке смотрятся. И я пока остановлюсь и покажу вам полотно, выполненное из таких столбиков. Видите, вот узор, сеточка, ссылочка на этот узор будет под видео. И вот я уже использовала эти столбики для формирования сеточки. Можно просто выполнить полотно такими столбиками. И вот смотрите, это первый вариант выполнения столбика.
Это второй вариант, который мы с вами сейчас рассмотрим, выполнение наших супер столбиков. Основное отличие: здесь, видите, образуется небольшое отверстие за счет накида. Здесь в этом случае этого отверстия нету. То есть достаточно плотно прилегает сам супер столбик. Мы сейчас с вами все провяжем. То есть мы с вами рассмотрели выполнение первого варианта. И теперь, видите, да, вот с отверстием. И теперь рассмотрим выполнение второго варианта наших супер столбиков. Мы продолжаем работу, и мы с вами выполним ряд столбиков без накида. Я выполняю воздушную работу, разворачиваю, и в каждую вершинку я выполню столбик без накида. Смотрите, очень внимательно. Нашему супер столбику соответствует 3 петли, и мы выполняем 3 столбика без накида. 1 под воздушную, 2 и вершинку 3. Очень внимательно и достаточно просто. Выполним столбики без накида для создания узора, такого самого простого. И так мы выполняем до конца нашего ряда. Конечно же, у вас ряд будет длиннее. Я завершаю выполнение нашего ряда и ввожу крючок в 5-ю воздушную петелечку подъема или 1-ю от вершинки. Выполняю столбик без накида. Обязательно не забывайте провязывать в эту петлю столбик. И вот первый вариант наших супер столбиков готов. То есть первый вариант провязывания. И теперь мы выполним второй. Точнее, рассмотрим второй вариант провязывания. Я выполняю также 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. Работу разворачиваю. 3 накида на крючок, пропускаю первую вершинку, в следующую ввожу крючок и выполняю столбик с 3 накидами. Все здесь не меняется. Далее воздушная. И точно так же я выполняю незавершенные столбики с накидом. 1, 2 и 3. И далее очень внимательно. Я пропускаю вершинку и ввожу крючок в следующую вершинку, при этом не делая накида. Вот таким образом. И теперь провязываю по 2 петли. Провязываем, провязываем, провязываем и провязываем. И вот видите, в нижней части у нас отверстие не образуется. Вот такая красота получается. И давайте еще один точно такой же столбик выполним. 3 накида, я ввожу крючок, выполняю столбик с 3 накидами, воздушная, накид и провязываю. 1, 2 и 3. Далее очень внимательно пропускаю вершинку и в следующую вершинку ввожу крючок, захватываю рабочую нить и провязываю по 2 петли. 2, 2, 2 и 2. Вот такая нежность, красота получается, видите, да? То есть они абсолютно одинаковые. Единственное вот существенное отличие — это наличие отверстия в нижней части. И давайте выполним самостоятельно до конца ряда наши столбики и посмотрим, в общем-то, чем они отличаются еще раз. Как и ранее, я завершаю выполнение нашего ряда. Повторим, да, я выполняю 3 накида на крючок и выполняю столбик с 3 накидами. Далее воздушная, я работу разворачиваю и провязываю столбики без накида в наши вершинки. У нас вершинка,
воздушная и вершинка. И так далее. Так мы выполняем до конца ряда и не забываем провязывать пятую воздушную петлю подъема. Очень внимательно. Завершите самостоятельно, и мы уже посмотрим и сравним два способа провязывания наших столбиков. Дорогие друзья, сегодня мы с вами познакомились с двумя способами провязывания моих супер столбиков. Напоминаю, авторская разработка. Столбик сам располагается на 3 петлях и 3 вершинки у него. И в первом случае, видите, да, у нас образуется отверстие, а во втором случае у нас более прилегает плотно. Вот так нежно, красиво получается. И под видео я дам ссылочку. Вот мы с вами узор выполнили первым способом. В этом случае мы с вами узор выполнили вторым способом. Видите? Выбирайте любой способ. Обязательно пишите в комментариях, что у вас получилось. Полотно получается нежное, красивое, аккуратное. И, конечно же, обязательно пишите, понравились ли вам мои столбики. До новых встреч, творческих вам успехов. И не забывайте ставить лайки под видео.